Привет, ARMY. Добро пожаловать обратно на канал Daily Pop Music. Возможно ли, что всего за 45 минут заключительная фраза смогла потрясти миллионы сердец, нарушить долгое молчание и заставить фанатов по всему миру снова задуматься о значении молчания, дружбы и эмоций, скрытых за, казалось бы, обычной прямой трансляцией, но на самом деле таивших в себе нечто гораздо более глубокое, личное и удивительное, чем кто-либо мог себе представить. 45 минут назад короткий момент превратился в событие, которое сейчас бесконечно обсуждается фанатами BTS по всему миру. Чингук, известный своей теплотой, спонтанностью и склонностью скрывать свои самые хрупкие эмоции за спокойной улыбкой, наконец-то заговорил о Тэхёне после прямой трансляции, которая поначалу казалась совершенно обычной. Не было никаких громких заявлений. Никаких драматических тизеров. Никаких намеков на то, что произойдет в конце, вызовет такие долгие и эмоциональные дискуссии. И именно это сделало это таким неожиданным. Последние слова Чингука прозвучали почти монотонно, но при этом были наполнены смыслом, словно он открыл дверь, которая долгое время была плотно закрыта. Эти слова оставили фанатов безмолвными, шокированными и заставившим задуматься, почему он решил заговорить именно сейчас и почему так тонко. За последние несколько месяцев динамика отношений между Чингуком и Тэхёном стала одной из самых деликатных и пристально изучаемых тем среди ARMY. Каждый взгляд, пауза и малейшие изменения в их взаимодействии анализировались с почти академической тщательностью, словно фанаты разбирали сложный литературный текст, полный символов и скрытых смыслов. Когда они перестали общаться так, как раньше, быстро возникли предположения. Некоторые объясняли это плотным графиком и личными обязательствами. Другие подозревали намеренную эмоциональную дистанцию. Но ни одно из этих предположений не подтвердилось, до тех пор, пока 45 минут назад все не изменилось. Сама прямая трансляция прошла так же, как и многие предыдущие стримы Чингука. Он говорил непринужденно, легко смеялся и приветствовал фанатов своим привычным теплом, которое всегда создает ощущение близости. Темы были простыми – музыка, небольшие шутки и размышления о повседневной жизни. Ничто не указывало на то, что Тэхён станет частью разговора. Даже когда фанаты упоминали имя Тэхёна в комментариях, Чингук, казалось, незаметно игнорировал это, как будто не был готов или не собирался говорить об этом. Именно это сделало финальный момент таким разительно другим. По мере приближения к концу трансляции атмосфера изменилась. Чингук на мгновение замолчал, его взгляд больше не был прикован к камере. Пауза показалась дольше обычного. Для кого-то это могло быть всего несколько секунд, но для фанатов казалось, что само время замедлилось. Затем, наконец, он упомянул имя Тэхёна. Не драматично. Не с преувеличенными эмоциями. Вместо этого, с такой простотой, что смысл звучал еще глубже. Чингук говорил о чувствах, о времени и о том, как человек может оставаться в твоей жизни, даже когда он не всегда виден. Его предложения были короткими, но каждое слово казалось тщательно подобранным. Он не объяснил, что именно произошло. Он не назвал хронологию событий и не дал четких пояснений. Но именно эта неполнота вызвала эмоциональный взрыв среди фанатов. Его последние слова перед завершением трансляции стали предметом обсуждения. В них чувствовалось легкое сожаление, сдержанная теплота и искренность, которая казалась неподдельной, как будто он наконец позволил своим самым глубоким эмоциям выйти наружу. Реакция фанатов последовала незамедлительно. Социальные сети заполнились фрагментами видео, неофициальными стенограммами и подробным анализом тона и выражения лица Чингука. Некоторые фанаты признались, что плакали не от грусти, а потому что почувствовали редкую эмоциональную искренность от кумира мирового масштаба, каким является Чингук. Другие были в замешательстве, задаваясь вопросом, означают ли его слова примирение, размышление или просто признание существовавшей ранее дистанции. Этот момент неразрывно связан с долгой историей отношений Чингука и Тэхёна. С момента дебюта BTS они известны своей уникальной связью, отмеченной спонтанным юмором, эмоциональной поддержкой и подлинной химией.
Они росли вместе под огромным давлением корейской индустрии развлечений, деля сцену, репетиции и жизненный опыт, который мало кто мог по-настоящему понять. Когда такая связь, кажется, меняется, даже незначительно, фанаты, естественно, чувствуют себя потрясенными. Что отличало заявление Чингука на этот раз, так это не только то, что он сказал, но и как и когда он это сказал. Он не выбрал официальное интервью. Он не опубликовал тщательно подготовленное заявление. Вместо этого он выступил в самом конце прямой трансляции, когда в этом виртуальном пространстве, казалось, оставались только он и его чувства. Это сделало момент искренним, человечным и глубоко впечатляющим. Некоторые аналитики поп-культуры видят в этом пример того, как современные айдолы становятся все более склонны демонстрировать эмоциональную уязвимость, сохраняя при этом личные границы. Чингук, которого часто воспринимают как жизнерадостного. Чингук, демонстрируя стойкость, раскрыл еще одну грань своей личности, показав, что за публичным образом скрывается человек, переживающий сложные эмоции, связанные с отношениями, временем и переменами. Сейчас главный вопрос в том, что на самом деле означали эти слова. Говорил ли Чингук, что его связь с Тэхёном остается крепкой, несмотря на то, что она стала менее заметной? Или он тихо признавал некогда существовавшую дистанцию, подтверждая при этом, что забота и уважение никогда не исчезали? Без четких ответов интерпретация остается открытой, и в этом заключается как сила, так и уязвимость этого момента. Фанаты начали связывать слова Чингука с повторяющимися темами BTS, рост, потеря, принятие и отношения, которые меняются со временем. В этом контексте его заявление воспринимается не столько как идолопоклонническая драма, сколько как зрелое размышление о человеческих отношениях. Не все реакции были положительными. Некоторые фанаты опасались, что его слова вновь открывают старые раны и разжигают слухи, которые должны были утихнуть. Они боялись, что каждое слово будет подвергаться чрезмерному анализу, оказывая эмоциональное давление как на Чингука, так и на Тэхёна. Эти опасения вполне обоснованы, учитывая, насколько пристально изучаются личные жизни айдолов. Тем не менее, эмоциональное воздействие этого момента неоспоримо. Хэштеги мгновенно стали популярными. Фан-форумы наполнились долгими обсуждениями. Трансляцию пересматривали многократно, анализируя каждую паузу и каждый вздох в поисках скрытого смысла. Это явление отражает, насколько глубоко BTS эмоционально влияли на своих поклонников на протяжении многих лет. С академической точки зрения, этот момент также подчеркивает парасоциальное взаимодействие в современной поп-культуре. Когда айдолы делятся личными эмоциями, граница между публичным и частным размывается, это углубляет эмоциональные связи, но также повышает уязвимость. В конце концов, последние 45 минут оставили эмоциональный след, который нелегко сотрется. Возможно, Чингук не намеревался создавать такой ажиотаж, но его краткая откровенность открыла широкое пространство для размышлений. Для многих фанатов этот момент послужил напоминанием о том, что за мировым успехом и грандиозными сценами участники BTS остаются людьми, способными на сложные эмоции и хрупкие моменты. Когда экран погас, вопросы стали только громче. Было ли это началом более открытого диалога или единственным моментом, когда Чингук решил заговорить, прежде чем снова замолчать? Ответит ли Тэхён или останется молчаливым, как это часто бывает, когда эмоции слишком сильны, чтобы выразить их словами? Пока нет ответов, только предположения и надежда. В индустрии, известной своей контролем и точностью, такие моменты кажутся редкими и ценными. Последние слова Чингука о Тэхёне создали именно такой момент, короткий, честный и глубоко человечный. Не потому, что он давал уверенность, а потому, что он осмелился признать, что некоторые чувства нельзя упростить. И, возможно, именно поэтому он продолжает находить отклик.